Пятилетний мальчик по имени Сару жил в маленькой индийской деревне. Он родился в нищей семье, и чтобы хоть как-то выжить в этом безумном мире, его старший брат Гуду разгружал вагоны поездов. А мать перебивалась на разных подработках, чтобы прокормить семью. Это был нелегкий труд. Однажды мать вынуждена была уйти работать в ночную смену, а старший брат должен был уложить спать маленького Сару и отправиться на разгрузку вагонов. Но всего лишь один момент перевернул их жизнь с ног на голову. Именно в этот страшный день малыш не хотел спать и очень боялся оставаться один дома. Он плакал и просил старшего брата поехать с ним. Поскольку Гуду надо было спешить на подработку, он очень не хотел брать с собой брата, но все же согласился. Гуду посадил младшего братишку на раму велосипеда и повез с собой. Парень думал, что за пару часов справится и они вернутся домой, так что мать ни о чем не узнает. Оставив ребенка на скамье, старший брат побежал разгружать вагоны. Оставшись один, от любопытства малыш зашел в стоящий вагон, после чего он задремал от усталости прямо на полу. Пятилетний Сару пробудился лишь тогда, когда поезд стал уносить его в неизвестность. Даже сложно представить, что тогда ощущал маленький ребенок, который наблюдал за полями и поселками с окна движущегося состава. 2 суток состав ехал без остановок. Свою первую стоянку поезд совершил в городе Калькутта, который был совсем на другой стороне огромной страны. Шумный город, который так сильно отличался от родной и тихой деревни, привел мальчика в смятение. Сару не знал, где он находится и что теперь делать дальше. Как искать свой дом? Прохожие люди были погружены в свои мысли, им не обращали на него никакого внимания. Днем он бесцельно бродил где придется. Так Сару прожил несколько дней. Думаю, говорить не нужно, что делают с бездомными детьми на улицах. Однажды он прибился к группе таких же детей, как и он. Но как-то ночью приехали незнакомые мужчины и всех их погрузили в машины. Больше Сару никогда и никого из них не видел, а ему самому чудом удалось убежать. Не зная, что ему делать дальше, он просто бродил по улицам огромного мегаполиса, и, устав от голода и бессилия, малыш присел вдоль дороги, напротив одного ресторанчика. Он увидел через окно молодого мужчину, который обедал. Представив себя на его месте, малыш подносил руки ко рту, представляя импровизированную ложку у себя в руках. Тем самым Сару привлек его внимание к себе. Мужчина стал расспрашивать его, что он делает один на улице и где его семья. Но не получив вразумительного ответа, он отвел ребенка в центр помощи сиротам. Найти родителей так и не удалось, так как ребенок совсем не умел ни читать, ни писать. А название своей деревни он так и не смог вспомнить. После безуспешных попыток найти родителей, Сару признали сиротой. Но судьба преподнесла маленькому индийскому мальчику невероятный подарок. Его фотографии увидели супруги из Австралии, они решили взять малыша к себе. Там, через безграничный океан, его ждал большой дом, вкусная еда и заботливые родители. И жизнь в Австралии для Сару потекла своим чередом. Школа, новые друзья, компьютерные игры. Он рос среди благополучных детей и мог себе позволить практически все. Он поступил в колледж, ездил на собственном автомобиле. Но все это время в сердце Сару оставались воспоминания о той маленькой деревушке, любящей матери и старшему брату. В его комнате висела большая карта Индии. Глядя на нее, парень размышлял, что же случилось с мамой, встретятся ли они когда-нибудь снова, сможет ли она узнать уже повзрослевшего сына. Шло время, но надежда никогда не покидала парня, что в один прекрасный день он сможет обнять близких ему людей. Уже будучи студентом колледжа, с помощью приложения Google, он часами разглядывал виртуальную карту Индии, пытаясь найти хоть что-то знакомое из своего голодного детства. Более года, по 10 часов в день, а иногда и сутки напролет, Сару изучал каждую железнодорожную станцию в одной из самых больших стран мира, которых в Индии, к слову, более 10 тысяч. И через некоторое время судьба вознаградила его за все старания. Случайно наткнувшись на снимок со спутника, Сару не мог поверить своим глазам. Это были для него знакомые места родной деревни.
мост, бурная река, фабрика, на которой работала его мать. Деревня называлась Ганеш-Талай. Не раздумывая, парень бросил все, отправился туда, где его ждали уже много лет. Приехав в Индию впервые в взрослом возрасте, отыскав свой дом в маленькой деревушке, молодой человек засомневался, а что если они больше не живут здесь? Узнают ли они его? Пока парень боролся со своим страхом, внезапно к нему подошла пожилая женщина и тепло прижалась к нему. Он еще ничего не понял, но эта женщина оказалась его матерью. Как только она увидела Сару, то сразу же поняла, кто стоит перед домом. Материнское сердце не могло обмануть ее. Эта встреча сына с матерью состоялась спустя долгих 25 лет. Но Сару ждало еще одно потрясение, тогда он узнал, что в тот злополучный день мать потеряла сразу обоих сыновей. Гуду попал под поезд, перебегая через пути, когда всю ночь напролет искал своего младшего брата. Все говорили, что у меня ничего не получится. Это как искать иголку в стоге сена. Но если что-то хочешь найти, то обязательно найдешь, вспоминает молодой человек. Сейчас взрослый Сару живет в Австралии и занимается бизнесом. Каждый месяц он отправляет деньги своей семье, и теперь им уже не нужно так тяжело трудиться. Несколько раз в год он со своими новыми родителями ездит в гости к родной матери и сестре. Мама много лет пыталась узнать судьбу потерянного сына, но поиски ни к чему не привели. Ей оставалось лишь одно – ждать и оплакивать свою кровиночку. Так, спустя долгих 25 лет Сару наконец нашел родную семью и покой в своем сердце. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.